Доброе утро, уважаемые зрители, подписчики моего канала. Я Валерий Табаков, юрист. На этом канале я освещаю громкие судебные процессы, анализируя их с точки зрения закона и справедливости. Сегодня мы разбираем дело Вячеслава Зинченко, 18-летнего парня, которого обвиняют в убийстве известного общественного деятеля Ирины Фарион по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Умышленное убийство на почве национальной неприязни. Моя цель – объективно рассмотреть материалы дела и, в частности, результаты лингвистической экспертизы содержимого телефона Зинченко. И показать, почему позиция защиты имеет основания для оспаривания обвинений. Я не являюсь адвокатом Вячеслава, но как юрист я вижу множество вопросов к доказательствам, представленным стороной обвинения. Давайте разберемся, что к чему и почему это дело требует особо внимательного подхода. Вячеслав Зинченко, 18-летний парень из Днепра, обвиняется в тяжком преступлении – убийстве Ирины Фарион, известного общественного деятеля и филолога. Обвинение утверждает, что преступление было совершено на почве национальной неприязни, что делает его особо отягчающим. Ключевое доказательство стороны обвинения – это содержимое телефона Зинченко, сообщение, отправленное отцу и администратору некоего чата, а также заметки, которые... Эти материалы были проанализированы в рамках лингвистической экспертизы, результаты которой датированы ноябрем 2024 года. Обвинение использует экспертизу, чтобы доказать, что Зинченко якобы планировал убийство и действовал из ненависти к национальной идентичности жертвы. Но как юрист я должен отметить, выводы экспертизы далеко не однозначны, и защита имеет все шансы оспаривать их. Давайте разберем, что именно содержится в этих текстах и почему они вызывают вопросы. Лингвистическая экспертиза анализировала несколько текстов из телефона Зинченко. Я выделю ключевые моменты и объясню, почему они не так однозначны, как пытается представить обвинение. В одном из сообщений Зинченко пишет: «Пока все устраивают митинги, я, тихо улыбаясь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар этого общества, но все по личной неприязни». Обвинение считает это чуть ли не признанием в убийстве Фарион. Но что говорит експертиза? Однозначно ствердити, що цією особою є Фарион Ирина Дмитриевна, не можна. Это ключевое замечание. Экспертиза не подтверждает, что Зинченко имел в виду именно Фарион. Фразы вроде
филологический фронт или геть с политеху могут быть обобщенными, связанными с недовольством определенными общественными явлениями, а не конкретной личностью. Более того, Зинченко прямо указывает на личную неприязнь. Личную, а не национальную, что противоречит квалификации обвинения по части 2 статьи 115. В сообщениях, отправленных отцу, планируемых отправить в ноябре 2024 года, а также администратору чата, Зинченко говорит, что скрывал информацию ради безопасности своей семьи. Например, я скрывал не потому, что я кретин-отмороз, которого завербували как лоха, а из-за того, что я их люблю и волнуюсь о вашей безопасности. Экспертиза отмечает, что в этих текстах есть упоминание о скрытии інформації. Но через відсутність додаткової інформації стверджувати, що йдеться про приховування вчинення негативного вчинку, не можно. То есть, из-за отсутствия дополнительной информации утверждать, что речь идет о сокрытии совершения негативного деяния, нельзя. Это означает, что нет доказательств, что Зинченко скрывал именно преступление. Он мог говорить о чем угодно, от личных планов до участия в каких-то акциях. В заметках, которые обвинение считает доказательством подготовки к убийству, перечислены предметы. Например, ствол, жидкость, маска. И действия, такие как разведка местности и избегание камер. Экспертиза признает, что эти тексты содержат признаки планирования негативного вчинка, то есть отрицательного поступка. Но опять же, подчеркивает, встановити, про який саме вчинок йдеться, не можна. То есть установить, о каком именно поступке идет речь, нельзя. Это открывает простор для защиты. Заметки могут относиться к чему угодно. От страйкбола до вымышленных сценариев, вдохновленных радикальными чатами. Важно, что экспертиза неоднократно указывает определение, является ли упомянутый вчинок деяния преступлением, выходит за рамки компетенции лингвиста. Это юридический вопрос, и обвинение обязано предоставить дополнительные доказательства, а не полагаться только на интерпретацию текстов. Ну, мы, друзья, понимаем, что Вячеслав проходил обучение в лагерях правого сектора, и там, всяческие рекомендации в виде заметок могли бы быть. Как учебные такие тренировочные задания. А тут на тебе. Планирование убийства. Ничего подобного. Эксперт в этом тексте заметки не нашел. Теперь давайте посмотрим, какие аргументы может использовать защита, чтобы оспаривать обвинения против Зинченко. Я выделю несколько ключевых направлений. Отсутствие прямой связи с Ириной Фарион.
Экспертиза не подтверждает, что тексты Зинченко относятся к Фарион. Упоминание филологического фронта или политеха слишком общие, чтобы считать их доказательством намерения убить конкретного человека. Защита может настаивать, что эти фразы – выражение недовольства общественными явлениями, а не план нападения на Фарион. Отсутствие доказательств национальной неприязни. Часть 2 статьи 115 требует доказательства мотива национальной ненависти. Но в текстах Зинченко нет ни слова о национальной принадлежности жертвы. Напротив, он говорит о личной неприязни, что указывает на индивидуальный, а не на национальный мотив. Защита может требовать переквалификации обвинения на часть 1 статьи 115 или даже полного снятия обвинений, ежели нет других улик. Эмоциональный и метафорический характер текстов. Фраза «улыбаясь точил нож» или «санитар общества» звучит драматично. Но это может быть гиперболой, характерной для молодого человека, находящегося под влиянием радикальных идей или эмоционального стресса. Зинченко всего 18 лет, и его сообщения могут быть выражением юношеского максимализма, а не реальным планом убийства. Контекст военного времени. Украина находится в состоянии войны, и отец Зинченко, как указано в сообщениях, служит на фронте. Это создает огромное психологическое давление на молодого человека. Защита может инициировать психологическую экспертизу, чтобы показать, что высказывания Зинченко могли быть реакцией на стресс или влияние радикальных онлайн-сообществ, а не намерением совершить преступление. Недостаточность доказательств. Лингвистическая экспертиза – это лишь косвенное доказательство, которое не может быть основой для обвинительного приговора. Защита вправе требовать материальных улик, орудия преступления, которого, кстати, нет, ДНК, которое, кстати, отсутствует, видеозаписей, которые также не сходятся одна к одной, свидетельских показаний, которые тоже путаны и неоднозначны. Без этого обвинение опирается на предположение, что недопустимо в уголовном процессе. Это дело вызывает множество вопросов, и я, как юрист, считаю важным обратить на них внимание. Молодой возраст Зинченко. Вячеславу всего 18 лет. Это возраст, когда человек легко поддается влиянию, особенно в условиях войны и радикальных онлайн-сообществ. Его сообщения могут быть отражением не злого умысла, а попытки самоутвердиться или выразить протест против общественных явлений. Роль радикальных чатов. Из материалов дела видно, что Зинченко общался в чате под названием ОДМ-чат. Такие сообщества часто становятся площадкой
для радикальной риторики, которая может повлиять на молодого человека. Защита может запросить анализ этих чатов, чтобы показать, что Зинченко мог быть вовлечен в радикальное обсуждение. Но это не значит, что он совершил убийство. Забота о семье. В сообщениях отцу и администратору чата Зинченко подчеркивает, что скрывал информацию ради безопасности близких. Это говорит о его ответственности и заботе, что противоречит образу хладнокровного убийцы, созданному обвинением. Процессуальные аспекты. Если содержимое телефона было получено с нарушением процессуальных норм, например, без надлежащего ордера, защита может подать ходатайство об исключении этих доказательств. Это может кардинально изменить ход дела. Что дальше? Как юрист я считаю, что дело Зинченко требует тщательного и непредвзятого рассмотрения. Защита имеет все шансы оспаривать обвинение, опираясь на неоднозначность лингвистической экспертизы, отсутствие прямых доказательств связи текстов с Фарион или мотивом национальной неприязни, эмоциональный и контекстуальный характер сообщений, необходимость дополнительных улик. Я призываю следствие и суд подойти к этому делу с максимальной объективностью. Вячеслав Зинченко – молодой человек, чья жизнь может быть разрушена поспешными выводами. Если вина будет доказана, защита может сосредоточиться на смягчающих обстоятельствах: молодости, отсутствии судимостей, сложной семейной ситуации. Но пока доказательства обвинения вызывают больше вопросов, чем ответов. Уважаемые зрители, дело Вячеслава Зинченко – это пример того, как важно разбираться в деталях и не делать поспешных выводов. Я буду продолжать освещать ход этого процесса на своем канале, предоставляя вам объективный анализ и юридические разъяснения. Если вы хотите поддержать мою работу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом деле и какие аспекты вас волнуют. Донатьте. Реквизиты вы увидите в первом закрепленном под видео комментарии. Вместе мы можем способствовать справедливости и прозрачности судебных процессов. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. И до новых встреч.